Доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале TMCast, у микрофона, как обычно, Рок, и это 16-й выпуск подкаста «Профессия геймер». Не забывайте подписываться на канал, оценивайте видео лайком или дизлайком, обязательно оставьте в комментариях, кого бы вы хотели видеть в следующем выпуске. Ну а мы начинаем. Нашим сегодняшним гостем стал главный меценат StarCraft, Brood War и третьего Warcraft СНГ Кирилл Русбрейн Патерыкин. Привет, Кирилл! Всем привет! Как обычно, мы начинаем с никнейма. Русбрейн, как он у тебя появился? Слушай, это очень давний ник. Он появился со времен противостояния в Диабло. Были такие два чувачка, Гербарб и Русбарб. Это первые 100-левельные ребята, которые набрали 100-й левел в D2. Вот по году мне сложно вспомнить, это где-то 2000-2001. Я намного точнее могу вспомнить по номеру патча. Это был последние месяцы, недели патча 1.0.3, и вот как раз перед выходом патча 1.0.4. Но это как бы совсем динозаврские времена. Некоторые из твоих, возможно, слушателей родились-то позже, поэтому... Ну и как-то так вышло, то, что я был в команде Русбарба, но я на тот момент еще был совсем... Сколько мне было? Лет 13-14. У меня там была очень такая слабенькая саппортерская роль, но тем не менее как-то ник так прикопался, типа, ну что, я в команде Рус, ну и... Потом одна S отвалилась, ну и как так сложилось, что Русбрейн. Какое место в твоей жизни занимает Brood War и третий Warcraft? Слушай, я в БВшку играл сам в старших классах и в студенчестве, я думаю. Ну, самые активные года 2005-2006 я катал в БВ, в StarCraft Brood War в первый. В Warcraft 3 у меня игровых достижений, да по сути никаких, просто болельщик. Вот. А в Brood War самое, можно сказать, крупное, это на финалах ВЦГ российских в 2006 я играл от квоты Владивостока. На самом деле особо тоже ничего не добился, потому что я там в первом раунде уже слил. Я получше сыграл на Asus летнем, Asus Summer 2006. Вот, там я, по-моему, до топ-16 дошел. А как вообще ты познакомился с этими стратегиями? Слушай, да, ты знаешь, пожалуй, как большинство. Компьютерные клубы, старшие классы, там, 9 класс, после школы. Ну, вместо школы, наверное, не бывало, хотя, может быть. Потом появился интернет, онлайн. Помню, когда мы там начинали все это 30 минут на развитие, потом нападаем. А потом, после того, как у меня там у одного парнишки появился интернет, и мы такие приходим в компьютер, такие, ребята, мы вообще неправильно играем, там по-другому все. И там уже появились там какие-то первые страты, там гидра, не гидра. Уже 30 минут на ураж вообще это пропало, типа, несерьезно как-то. Ну и дальше закрутилось, завертелось. В принципе, история стара как мир, там, поспрашивать у Брюса, у Майкера, у любых других, примерно все одинаково. Как и у всех. Ну да. Под твоим крылом было много организовано турниров как по Brood War, так и по третьему Warcraft, и даже по Hearthstone. Ты не рассматривал возможность стать полноценным турнирным оператором? Слушай, турнирный оператор, это ты имеешь в виду, наверное, как ESL. Ну, наверное, честно, да. Я, если честно, просто не совсем для себя понимаю, как из этого извлечь прибыль. Я поддерживаю турниры, так скажем, для удовольствия, потому что мне кажется, что это правильно. А доход я генерирую как-то иначе. И вот если стать турнирным оператором, то это будет профессиональная работа, там какая-то, не знаю, 40-часовая рабочая неделя, да пускай даже 20-часовая или 10-часовая, это неважно. Но вопрос в том, что она как-то должна уже приносить доход, как любая профессиональная деятельность. И вот здесь я для себя вообще не представляю какой-то правильной точки входа, чтобы шанс получить прибыль был выше, чем какие-нибудь там 5-10%. Поэтому нет, я не рассматривал, чтобы тем более конкурировать с ESL. Не знаю, мне бюджетов не хватит уж точно. Не обязательно конкурировать с ESL. Даже быть небольшим там, мини-русским ESL, серьезно, это по времени. Тут смотри, какая тема. Ты когда уже переходишь на какую-то профессиональную деятельность, ты все равно все свои затраты так или иначе считаешь, там кто-то в деньгах, кто-то уже, может быть, даже в человека-часах. То время, которое я потрачу на это, я вообще не понимаю, как его окупить. Поэтому нет, пожалуй, турнирным оператором слишком сложно.
Ну, сам бренд Rusbrain Cup, это своего рода тоже уже такой маленький ESL СНГ. Возможно, но здесь для меня тут все просто. То есть организаторы это... Слушай, в первом Rusbrain я не помню, кто был, там, по-моему, Мороз, что ли. В любом случае, я каждый раз контактирую с Майкером, он находит там какого-то хоста, как-то все это организовывает. Я просто пишу Майкеру, говорю: Миш, есть призовой, готов выделить столько, давай, поехали. Все, дальше все на аутсорсе, то есть от меня ничего не зависит. Поэтому такой формат, вот этих затрат человека-часов от меня требует никаких, и это меня устраивает. А были попытки привлечь сторонних рекламодателей к бренду Rusbrain Cup? Нет. У меня были попытки сконтактироваться с Близами, когда организовывал 20 Anniversary Cup 2018, когда приезжали корейцы на 20-летие StarCraft 1, 2019, получается, РЦГ, 2020 следующий РЦГ. У меня были попытки сконтактироваться там с Близзардами, чтобы они, хотя бы, что ли, новости делали в своем лаунчере. Все равно такое событие там уровня ВЦГ. Пусть люди тренируются, в конце концов. Но из этого ничего не вышло, но на это есть свои причины, которые, я думаю, будет некорректно выражать на публику. Но если кто-то пожелает приехать на шашлычки, то можно будет, конечно, за рюмкой чая что-нибудь рассказать. Ну, если пригласишь, то с удовольствием. Не вопрос. Ты сможешь границу пересечь в связи со всей короной? Давай весной мы с тобой свяжемся, обсудим более плотно этот вопрос. Давай. Договорились. Я возьму маленький тайм-аут себе, чаечек все запилю. У тебя там есть что-нибудь такое? Я кофеек попиваю, но это такое себе, надо водичку просто брать с собой. Да, водичка. Нет, на самом деле чаек очень хорошо решает. Кофе сушит. Да. Но я страшный кофеман, поэтому я как наркоман в этом плане. Итальяшки к кофейку всегда водичку подают. Ну да. Поехали. Кирилл, тебе не приходила мысль создать свою киберспортивную организацию? Та же тема, что и стать профессиональным турнирным оператором. Я был менеджером в командах в 2003, 2006, 2008 годах. Даже из самых крупных это в Рокскисе был у Брюса. Но это на тот момент это еще были команды на уровне кланов. Самое серьезное на самом деле была Роксы, там хоть какое-то подобие было зарплаты у ребят. У топов, я думаю, помню, у Помидора, у Братка. А команды до этого, типа А2, типа Симикса, типа Рипсов, это все, просто кланы таких друзей решили в StarCraft поиграть, давайте команду организуем там на кланваре, все дела, то есть без бюджетов, без чего-то такого серьезного, без отчетности. Я, в принципе, представляю, что это такое, вести команду именно уже на серьезном уровне, там, со всеми этими балансами, отчетностями и прочими вещами. По сути, ты как менеджер, ты должен организовать процесс для своих игроков, что он зашел туда, куда ты ему сказал, типа, будь там тут на сервере, или там на хамаче, там на чем угодно. И все, его уже ждет линейка соперников, и он просто там задрачивает по 8, сколько он может, 8 часов, 10 часов, 12 часов. Ты для него все это сделал. И так ты должен построить линейку там для всех. Плюс ты там должен организовать так. Ты в 8 часов должен быть в субботу там на таком-то кланваре. Выстроил некоторую линейку игроков, там 5 человек, плюс у тебя 1-2 на замене. Опять-таки, это может быть просто рассказать, но времени это требует просто уйма. И на данный момент, нет, я бы не хотел этим заниматься. Отдать кому-то на аутсорс — это можно, это возможно, и я думаю, что я бы по бюджетам уложился, учитывая, сколько я трачу на турниры, но опять-таки, потрачу я там на 5-10 человек в тиме. Будет типа Team Rusbrain, и что? Те турниры, которые я организовал даже за прошедший год, там участников больше 1000 человек. И то есть тут вес такой, либо у тебя 10 человек в команде, либо 1000 играющих. Поэтому я склоняюсь больше ко второму. Очень хочется послушать про eSports Fund. Как пришла идея? Турнирчики я вообще сам организовываю еще с 2004 года, со времен Симикса, Рипсов. Я жил в Владивостоке, поэтому это в основном были онлайны, причем для меня это была ночь. Когда переехал в Москву, это уже больше было ланов. Там на Рипсах мы ланов по БВ организовали. Был минимум один в год, это стабильно.
чаще было в среднем где-то, наверное, по 2 в год, если так посмотреть. Потому что в каком-нибудь 2013 году их там было штуки 4, там в 2016 он был 1. Если размазать в среднем, то это будет где-то по 2 в год. Вот. А с 2015 года времени на это стало существенно меньше, и я уже не мог так его открыто уделить, что ли, организовать все самому, поэтому вот начал просто находить ребят, которые тоже готовы этим заниматься, там, на самом деле, в основном на энтузиазме, на каких-то минимальных гонорарах, но я мог им помочь собрать некий призовой фонд. Вот Rusbrain Cup — это была первая из серий, сейчас это уже, на самом деле, куча турниров. А фонд — это тема с 2018 уже года, это, на самом деле, просто оптимизация некоторого бухучета, что вот темы, которые там завязаны на киберспорт, они выделены в отдельную структуру, чтобы просто было намного проще все это считать. Плюс в фонде тут есть некоторая система управления достаточно интересная, то есть если там, в том же 2015 году просто у меня был некий там бюджет, который я мог выделить на турнир, и я вот решал там, вот, давай-ка я Майкеру дам денег, вот он там проведет Rusbrain Cup, там какой угодно кап. С братком мы договаривались, когда был РБ Cup по Брудвор, по ремастеру, когда только вышел ремастер в 2017 году. Вот, то есть все было на таком уровне. А в фонде тема немножко другая. То есть я как, по сути, самый главный спонсор этого фонда, там порядка 99% средств моих, и публичных донатов достаточно мало. Я вот как основной меценат, все первичные запросы приходят ко мне. Получается, у меня остается некоторое право вето, да, то есть я могу на стадии первичного вопроса сразу же человеку сказать, что нет, это нам не подходит, там, по такой-то причине, отсеять его. Но сказать ему, да, вот деньги уже завтра, держи, трать, я тоже не могу. То есть если мне что-то нравится, то я это поднимаю выше до уровня там спонсорского комитета, где есть 6 человек, там участники, они на самом деле на сайте указаны. И уже этот комитет голосованием решает, что да, вот это мы спонсируем, нет, это мы не спонсируем. И на самом деле за прошедшие 2 года, например, из тех предложений, которые я акцептовал, было 6, которые ребят сказали нет, по разным причинам. И вообще это замечательно, что есть некий такой уровень контроля. Может быть, для кого-то это покажется дико, типа, что-то тебя там... твои деньги, тебя еще кто-то мониторит. Ну да, мои деньги, меня еще кто-то мониторит, и это вообще корректно. На самом деле это везде так происходит. Там, если у вас какой-то бизнес, у вас всегда есть какой-нибудь проверяющий орган, какой-нибудь аудитор. И для меня это достаточно привычно, я не вижу здесь никаких проблем с этим. А кто ведет бухгалтерию турнирных фондов? Бухгалтерию в основном веду я иногда подключаю бухов на аутсорсе, которые там, в частности, ведут бухгалтерию там в наших текущих конторах. Это редко необходимо, только если там годовую отчетность как-то проверить, если, серьезно, где-то у меня что-то не складывается, не понимаю почему, то одна голова хорошо, а 2 лучше. Такое было всего лишь разик. На самом деле все очень просто. То есть, как происходит? Есть некий хост, хочет организовать турнир. Там говорит, дайте мне $1 миллион, и я вот сейчас зажгу. Но это, к сожалению, это, скорее всего, сразу же нафиг, потому что таких очень много. А есть человек, который говорит, вот я хост, вот мое портфолио, я провел уже там 20 турниров, вот ссылка на каждый. Я организовываю очередной сезон, у меня есть $1000. Уже есть, то есть без нашей поддержки. Я бы хотел бы удвоить свой призовой, сделать, чтобы 2, чтобы вот круто было. Вот за такие темы я всегда обеими руками за, потому что челик уже проверенный, у него уже есть опыт, явно с каким-то там, не просто виртуальный, да, там спроси у любого, а просто со ссылками, с пруфами. У него есть своя какая-то спонсорская поддержка, то есть у него уже есть спонсоры, и в принципе мы ему особо не нужны, то есть он и сам сусам. Но просто ему хочется как-то расшириться. В такой ситуации я говорю, да, вообще без проблем. Дальше, когда турнир его закончится, этот человек, хост, или то ответственное лицо, которого он назначит, с которым я уже буду контактировать, он должен будет заполнить там вопросник. По сути, это бухгалтерский вопросник, то есть сколько зашло, сколько вышло. Эту отчетность там с некоторыми правками я публикую на сайт. Во входящем документе я вижу там конкретно по именам, сколько кому по деньгам там ушло средств. Типа, там, дядя Вася занял первое место $50, там, дядя Коля второе место $30. Я вот эти вот имена стараюсь убрать,
может быть, кроме чемпиона, который, не против, чтобы его имя фигурировало. И просто говорю, так, вот всем игрокам заплачено $100 призовых. Вот правки касаются именно этого, чтобы скрыть личные данные, если это нужно, если это просят. Вот меня еще интересует такой вопрос. Почему ты не поддерживаешь StarCraft 2? Слушай, во втором старике и без меня поддержки хватает, там турниров. У меня сейчас нет под рукой статистики, но это однозначно больше, чем по первому старику. Я думаю, сколько там, 1400 призового фонда-то есть за прошедший год. Ну и плюс мне... Больше 2 миллионов суммарно. Тем более. В первом старике, дай бог, 100 штук будет с ASL. Но на самом деле, положа руку на сердце, мне просто визуально, как зрителю, второй старик, не очень зашел. Если сравнить, например, с БВшкой или с третьим вариком, БВ — это достаточно быстрая динамичная игра с очень простой графикой. То есть там в оригинале 256 цветов, что в них можно изобразить. И ремастер недалеко ушел, они достаточно хорошо сохранили палитру. А Warcraft, он такой яркий, там все эти спылы, скиллы и прочее, все мелькает, но игра медленная. Я лично успеваю ориентироваться там в происходящем на экране. А второй старик мне показался он достаточно быстрым и динамичным, как Brood War, при этом сильно ярким, как Warcraft. И что происходит? Было 2 десбола, потом что-то повзрывалось, и все. Мне непонятно, что произошло. Я понимаю, что это очень субъективно, то есть мне непонятно. Но, я же спонсирую, то есть мне не нравится. Как-то так. А без меня и так все хорошо. А как тебе ремастер Brood War и третьего Warcraft Reforged? Эти две игры объединяет одно, вот могу сказать честно, это обе сырые недоделанные игры. Только с ремастой Blizzard'ам повезло, а с Reforged не повезло. С ремастой недоделан был, например, Ladder 2x2, который обещали там в ближайшем патче все сделаем. До сих пор ни хрена не сделали. А в Reforged не сделали даже Ladder 1x1. Киберспортивная дисциплина, дуэльная, и нет ладера 1 на 1. Это вообще что за бред? То есть это совсем был зашквар. Но де-факто это один и тот же уровень. То есть что-то взяли, что-то понаобещали, еще и взяли предоплату. Вот это сейчас очень модная фишка, набрать денег на обещаниях, а потом, не шмогла. Замечательно. На твой взгляд, нужны ли командные лиги в Brood War и третьем Warcraft'е? Для развития однозначно да. Командные лиги — это всегда существенный буст и по скиллу, потому что там, ты когда тренируешься в команде, то есть особенно когда составы заранее известны. Я вот помню, когда мы в команде CMX, мы даже один раз были там в одной клан-лиге IC-каповской в первом дивизионе. У нас на самом деле команда была очень сильно второго эшелона, может даже третьего. То есть она далеко не подходила по уровню на высший дивизион, но вот как-то нам очень сильно повезло и заехало. И там были вот эти вот коллективные обсуждения. Ой, слушай, мы завтра играем с ЛРМ, чемпиона одного из сезонов. Там вот такие-то ребята, а вот против этого можно так зачитерить, а вот против этого можно так-то замашнить. То есть сразу же идет обсуждение каких-то там типов игроков, как они играют. То есть для скилла это очень сильно решает. Другой вопрос, я не знаю, а нужно ли эти игры сейчас развивать. То есть по-честному, что БВшка, что третий ВК, это достаточно такие старые уже игры, пенсионерские, условно говоря. На текущий момент возьмем молодого игрока, 15-16 лет. Вот он решил, все, я киберкотлета пойду тащить. Просто хочу тащить, сейчас выберу. Я готов задрачивать 25 часов в сутки, затащу в любую игру. Теоретически с таким подходом он действительно может затащить любую игру. Стать чемпионом нужен талант, а войти в топ-10% может задрочить кто угодно. Вот он решает. И вот если он выбрал Brood War или ВК-3, что он получит? Деньги? Нет. Если он хочет играть ради денег, то лучше играть, не знаю, в Доту, в Лигу Легенд, в PUBG хотя бы, в Fortnite, что-нибудь такое. В контрувку на худой конец. Какое-то признание сверстников, тоже нет. На него даже посмотрят как на идиота. Что ты играешь в эту игру для пенсионеров? Ты бы еще в шахматы играл. В шахматы, кстати, он тоже больше денег может заработать. Поэтому на текущий момент это весьма сомнительно, что это необходимо. Но опять-таки, если бы пришел ко мне запрос на тот же БВКЛ, сейчас идет по Brood War'у формально лига, там уже сезон
слушай, если я не ошибаюсь, наверное, 50-е. Она живет уже лет 20. Формально немецкая, она уже давно международная. Вот. Но она уже лет 10-15, 10, наверное, последних идет даже без призового, и все равно она существует, и все равно все в ней участвуют. И поэтому, если бы ко мне обратились ребята и сказали, вот мы хотим там юбилейный сезон сделать с призовым, да не вопрос. Но зависит от того, какой призовой. Потому что, опять-таки, если там даже сделать штуку баксов, пускай у тебя будет 500 баксов из них за первое место. На команду. Команда, минимум там будет человек 5. Вот просто, чтобы вот сухой состав. Это будет 5 человек, даже 6, там 2 на 2 же будет. И что, это по 100 баксов на каждого за сезон, а играть они будут полгода. Окей, я поддержу, но просто эффекта от этого будет никакого. Она как существовала, у нее как есть какой-то там онлайн свой, он так и останется. И призовой фонд, если это не будет какой-нибудь лям баксов, вообще ничего не изменит. Вообще, на твой взгляд, можно ли привлечь молодую кровь в Bloodborne и третий Warcraft? Если да, то как? Мое личное мнение, что здесь нужно немножко подождать. Возможно, эти игры еще получат свою популярность, некоторое второе рождение, по причине того, что они действительно классно сделаны, но это не вопрос искусственного привлечения. Баблом можно залить все, что угодно. Да, влейте бабла, дайте бабла, мы все решим, но это не тот подход. На мой взгляд, эти игры могут получить второе рождение, когда уже дети задротов там, 2002-2008 года, они будут играть. То есть, возможно, им будет интересно играть то, что там катал батя. А может, это наоборот, будет проблема отцов и детей, типа батя играл в говно априори, вот наши игры круче. Тогда эти игры будут положены на полочку. Что делать? Значит, так нужно. Но все же остается хоть и маленький, но шанс, что киберспорт в РТС вернет лидирующие позиции на рынке. Киберспорт в РТС однозначно получит второе дыхание. Это как пить дать. Вопрос, в каком виде? В виде старых игр, которые, действительно уже можно отнести к некоторым таким РТС-шахматам. Либо в виде каких-то новых игр, типа, не знаю, как Supreme Commander, по-моему, есть игра. То есть, понимаешь, сейчас эта ниша совсем пустая. Сейчас забивают очень много участников в командных играх любого уровня, там, Дотан с Лолом или стрелялки. Но в них увеличивается конкуренция. Соответственно, она абсолютно становится вообще сухой и пустой в РТС-ках. Поэтому туда рано или поздно тоже будет перетекание. Это такой круговорот воды, и он реализуется. Вопрос во времени. Я бы, не знаю, оценил бы это. Если взять тайм-аут, то лет 15, и я думаю, что я бы уложился в этот срок. То есть, поспорив бы на 15 лет, возможно, я бы выиграл в этом сроке. Уже будет по лет 50 тогда. Нормально. Под 50. Дети будут катать, классно же. Вряд ли моя дочь будет в Bloodborne играть, но было бы прикольно. А прикинь, она выйдет замуж за киберкотлету. Вот ты что скажешь? Она приходит с мальчиком таким, дрыщом, задротом. Говорит тебе: папа, это Ваня. Он чемпион, не знаю, там, РЦГ 2045. А ты смотришь, такой: кто, блядь? Не, я-то знать-то буду. Чемпион РЦГ 2045. Кстати, касательно РЦГ, ты остался довольным РЦГ 2020 года? Слушай, если честно, не очень. Почему? Потому что в первом Старике есть два таких крупнейших турнира вне Кореи. Это BSL. Его Дэвид Паджор проводит, поляк. Это онлайновая лига. Очень классно сделано. Там у чувака продакшн на 5. И РЦГ у него была ниша офлайна. То есть это некий ивент там, класса ВЦГ. Чуваки отбираются, потом все получают квоты, летят в Москву или там куда угодно в Россию. Играют офлайн, общаются, бухают, все здорово. РЦГ 2020 года из-за ковида мы его дважды переносили в начале. Потом мы его в итоге перевели в онлайн, причем делали открытое голосование. Типа, ребят, что делать? Мы можем его перенести, сделать РЦГ 2021, но это получается некоторого рода кидок, потому что мы обещали 2020 год. Либо мы переносим онлайн, потому что у нас есть 16 участников, 12 из них просто не пустят в РФ. Оставшиеся 4 это уже бред, это уже не то, что было. Решили сделать онлайн. И получается, что эти два турнира, BSL и RCG, очень сильно между собой конкурировали. Даже есть там шоу-матч, недавно ребята организовали, по-моему, сегодня даже или завтра пройдет.
между чемпионом BSL и чемпионом РЦГ. Там как раз поляк и русский чувак будут играть. Вот. Ну, на таком уровне конкуренции. Да, а кто же на самом деле круче? Вот у нас есть чемпион по одной версии и по другой. Ну, и это не очень хорошо. Плюс я сторонник офлайнов. То есть я в этой среде сам варился. Когда вот были все эти компьютерные клубы. То сейчас игроки, им нормально онлайн. Там уже интернет уже давно. Как бы онлайн-турниры – это норма. Для меня, если это турик высокого класса, то подборы онлайн нормально, но финальное событие обязательно должно быть, вот сидит вот чувак прямо, и за ним, за мониторами сидит соперник, то есть напротив него. Для меня это должно быть так. Ну, может быть немножко устаревшее видение у меня, может быть, онлайн сейчас нормально, но я люблю офлайн, я люблю ланы. Я тоже. Олдскульно. Да. Будет ли РЦГ в 2021 году? Конечно, обещано. В 2020 году было такое условие: если комьюнити увеличит призовой фонд в 2 раза, то будет проведен турнир в следующем году. Базовый призовой там был 7,5 тысяч, и итоговый стал 15 300, то есть он успешно увеличен, поэтому да. То есть комьюнити свое слово выполнило, теперь слово за мной нужно выполнять. И все-таки, почему на 20-летие Brood War приехали не все корейцы? Я думаю, ты говоришь про неприехавших Ларву. Это чувак, который... О, кстати, здесь нужно клип ставить, как он ногой играет. Да. Обязательно. Футплей, да. Ну и его команда, там был Firebat Hero, по-моему, Piano. Ну вот про последних двух не буду точно говорить, не помню, надо данные проверять. Там была ситуация в том, если кратко, и вот, как, так скажем, для документа, для формальности, мы не договорились по цене. Если чуть подробнее, то уже после того, как некоторые, как мне показалось, договоренности были достигнуты и билеты куплены, пошел рост цены, то есть пошла торговля. Ну, не знаю, для меня это как-то было неприемлемо. Я привык к принципу: пацан сказал, пацан сделал. Договорились, ударили по рукам, уже даже на билеты денег потрачено, и пошла какая-то мошна. Ну, чуть неправильно творится. В итоге мы по итоговой цене не смогли договориться. Возможно, может быть, какие-то там сложности перевода были, потому что я не знаю корейский, я разговаривал не напрямую. Ларва говорит по-английски, но очень, я в Дискорде с ним переписывался, ну, как бы очень низкого уровня. Возможно, где-то были проблемы перевода, что-то он не так понял, там какие-то, может быть, проблемы менталитета. Ну, то есть я не спешу его здесь винить, но у меня такой осадочек остался, что он не совсем корректно поступил. Вот. Но это лично мое мнение. Помимо турниров, ты поддерживаешь контент-мейкеров, связанных с Brood War и третьим Warcraft'ом? Честно скажу, что я вот даже могу проверить историю. Таких событий, таких мероприятий не было. Максимум, что было, но это тоже было для игроков, максимум, что было, это открытые челленджи. То есть я там, в частности, ставил челленджи на лейдер, кто наберет 2700 ММР в первом Старкрафте. Для понимания, потому что я знаю, что там во втором Старике ММРы бывают под 7000, и для них типа 3000 что? Вот как раз 3К в БВ это максимум, который набирали там максимум 4 игрока, Flash, Zero и еще парочка задротов корейских. Вот, и 2700 это уровень, который пока еще не покорился никому из некорейцев. И вот я на него ставил челлендж там с призовым 1000. В итоге этот челлендж не реализовался. Для контент-мейкеров, то есть для ребят, которые делают карты и так далее, нет, таких челленджей не было. Был очень опосредованный турнир без моего вовлечения. То есть я через фонд спонсировал одну лигу, а в этой лиге был такой сайд-эвент. Те ребята, которые делают карты, например, они соревновались, и лучшие карты как раз попали в эту лигу. Ну, моей заслуги фактически нет, но некоторое опосредованное участие было. Но опять-таки, если бы кто-то организовал и попросил там, оформил бы это как-то приемлемо, чтобы было понимание, для чего это, то я бы с удовольствием провел. Одно из предложений у меня таких поступало, и я его завернул, потому что там чувак попросил, во-первых, достаточно диковатый призовой, а во-вторых, он так... Может быть, он для красного словца это сказал, что вот лучшая карта из наших соревнований попадет в ASL. На что я ему ответил: чувак, если бы я был мэпмейкером, ASL это крупнейшая лига по первому Старику, корейская. Я говорю, если бы я был мэпмейкером,
сам факт, что моя карта как победитель этого турнира попадет на ASL, это уже достаточный приз. Зачем тебе вот эта дикая сумма, которую ты просишь? Ну, в итоге он не реализовал этот турнир, то есть, ну, на самом деле, такие вот мелкие триггеры, да, по которому я делаю отсейку, они иногда заворачивают кого-то незаслуженно, но часто контролируют тех, кто может много чего сказать, но не сильно много чего сделать, к сожалению. Ты стараешься популяризировать как Brood War, так и третий Warcraft. Главным двигателем в популяризации, кто бы что ни говорил, это не профессиональные игроки, даже не турниры. Самый главный, это, опять же, мое личное мнение, это контент-мейкеры. Как тебе такая идея? Организовать своего рода турнир-конкурс между людьми, которые делают контент в этой сфере? Слушай, я всегда рад. В частности, я видел на Good Game пару тем, там ребята делали трех чуваков поддерживал. Одни делали какую-то типа доску, ну, то есть просто мастерили руками от Херстоуна. И что-то там какие-то были карты у них, там что-то из кожи. Ну, как вот хендмейд такой классный, очень солидный. Я ребят поддержал, там, сделайте то-то, 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 и потом все это выкупил. Потом эти ребята мне вот, они уже, получается, 3-й год делают трофеи для 20 Anniversary Cup, для RCG, очень классно получается. То есть у ребят руки явно растут из плеч, а не из жопы, красавчики. Это картины? Нет, это не картины, это, ну как, 3D. Не модельки, это не 3D-печать, а вот доска для Херстоуна, она просто лобзиком выпилена. То есть это по дереву резьба. Последний трофей RCG – это такой массив латуня, и там тоже, ну, дальше по латуню вырезан вот этот вот, как это, Blade, как Warp Blade, по-моему, называется, у Dark Templar такая штука на руку надевается. Тоже очень красиво выглядит, вообще здорово. Там все с трофеев с этих такие, ничего себе, победители когда увидели, типа классный. Потом я еще видел ребят, которые делали фигурки по Старику Варику, тоже красиво. Там из свинца выплавляли, тоже что-то делали. Если ты имеешь в виду контент-мейкеров, ну, там, каких-нибудь ньюс-мейкеров, там, мап-мейкеров, организаторов турниров. Да, все верно. Да, если будет такое предложение, я рад. Например, по первому Старику есть серия шоу-матчей, которую мы спонсируем. Она заточена вот конкретно под админов. Под админов, там, под всяких хостов. Я там тоже участвую, но, правда, пока что я выиграл один шоу-матч, но это еще ни о чем. Там для того, чтобы пройти в следующий этап, нужно выиграть 3. Не знаю, может, она даже не получится, потому что это не активная игра. По первому Старику, вот, получается, поддерживают такое событие. Этим не я занимаюсь. То есть есть человек, который захотел, который пришел, предложил, и вот, ну, финансирование у него есть. Если был бы такой человек по Варику, с удовольствием. Вопрос в том, что, ну, как он сможет описать свою идею. Ну, как есть фраза, да, придумал $1, сделал $10, продал $100. Вот если чувак придумал, он такой весь идейный, гениальный, ну, это хорошо. Но если он это даже не может оформить на бумаге, то, скорее всего, это нет. Если он это сможет оформить, обдумать, вероятность того, что он там получит какое-то финансирование, очень высокая. Кирилл, я знаю, почему Хэппи не принимает участие в турнирах серии Росбрейн, и хардкорная часть аудитории третьего Варкрафта тоже в курсе, но меня смотрит не только аудитория третьего Варкрафта. Поэтому давай для них расскажем, что послужило причиной бана Императора. Дмитрия Костина я забанил со своих турниров, которые спонсировал в, если не ошибаюсь, в 2017 году, после его инцидента с квотой на Gold. То есть он выиграл квоту, в итоге никуда не поехал, там возникли обсуждения, к счастью, они никуда не привели, что эту квоту стоит вообще у европейцев забрать, то есть она им не нужна, раз лучший их игрок не ездит. Плюс он собирал деньги на поездку, в итоге потом никуда не поехал. Я это посчитал неправильным, потому что у меня принцип сказал, сделал. То есть если дал слово, то фактически ты уже подписал контракт. Те, кто болеет за Хэппи, как раз этим пытались мне аргументировать, что он же никаких бумаг не подписывал. Я говорю, ребят, если мы так относимся, что слово ничего не стоит, то дальше вы будете говорить, что, не знаю, там на вашем контракте нет апостили или визы Путина. То есть здесь это совсем никак не привязать. То есть сказал, значит, ты должен сделать. Тем не менее, когда дальше я уже
оформил всю эту поддержку в формальную структуру, в фонд, все свои идеи, наработки, какие-то предыдущие решения, каждая из них мне нужно было как раз формализировать, правильно даже сказать, ратифицировать, наверное, в комитете. И вот решение с баном Happy комитет не поддержал. Сказал, что, знаешь, это мы как бы тебя поднимаем, но это твои личные темы. И вот раз у тебя фонд — это именно финансовая вещь, с точки зрения финансов, это вообще никак не состыкуется, поэтому Happy у нас должен быть разбанен. И с марта 2018 года он разбанен. На сайте даже есть об этом новость формальная. Но Дмитрий Костин, он классный игрок, но, к сожалению, такой человек, что с тех времен, с 2018 года уже успел посраться, там, насколько я знаю, с Твичом и с Гудгеймом. И вот из-за последних проблем с Майкером, с Мишей Мерчуком, он не может принимать участие в турнирах на Гудгейме. Соответственно, Русбрейн Кап, самый последний, он проходит на ГГ, и поэтому он там не смог играть. Но здесь уже вопрос не ко мне, здесь вопрос к Майкеру. То есть у меня нет аллергии против его участия. Что самое сложное в организации турниров? Самое сложное — это, пожалуй, первые 25% времени. Происходит вообще полная жесть и содомия. Кто-то не пришел, кто-то еще курит, кто-то кофе пьет, кто-то пописать убежал, кто-то опоздал, кто-то... то есть ты вроде... Самая жесть, когда происходит, ты подходишь к человеку, смотришь так сзади, за спины, но вроде он во что-то играет. Оказывается, он вообще не турнирную игру играл ледер. Зачем ты ледер играл? У тебя же уже есть соперник. Но когда этот механизм уже запущен, то есть все отлажено, все, сетка пошла, процесс пошел, последние 75% времени, фактически хост — это обсервер, то есть это зритель с неким дополнительным грузом ответственности. Он там должен проверить реплейку, подрегулировать сетку. Если где-то будет какая-нибудь мошна, да, он должен уже вмешаться, разрулить. Первая четверть. Там напряг, прям бегаешь в мыле. А потом просто отдыхаешь. Когда идут уже финалы, то есть начиная с полуфиналов, просто вообще на печи лежишь и бамбук куришь. Потому что игры долгие, ты их смотришь. То есть, смотришь серию какую-нибудь BO5 четвертьфинала, она идет часа 2, там, может быть, 1,5. Вот через эти 1,5 часа, да, ты должен зайти на сайтик, там, поставить сеточку, победа, 3-1. Дальше ты смотришь следующий четвертьфинал. Это понятно, потому что вначале у тебя в сетке там, может быть, 64 игрока, 128, вот вся вот эта вот напруга, а потом в четвертьфинале что у тебя остается уже 8 игроков, это уже фигня. То есть там все достаточно просто. Кто тебе помогает в организации? В организации мне помогают ребята, админы с сайта Reps.ru и Definer.ru. Это русские сайты по Старику. Сайта Team Liquid, тоже очень древний сайт по Старкрафту. В частности, можно отметить ребят Дэвида Пачджора, это Zero, поляк, Пашу Василенко, Ильдара Хайрединова, Ивана Сильвера. Это админы с репсов. Вот это русские, получается, все трое. И Леню Джаллера, PG2K4. Он немец, по происхождению русский, живет в Германии. Тоже очень много мне помогает. ВК3, к сожалению, я не могу так выделить ребят прям поименно, потому что многим админам, которые админили Русбрейн Кап, слушай, я, по-моему, даже ни одному из них руку-то и не жал. Кроме Ивана Гласкина никого не знаю. Я, потому что всегда контактировал через Михаила, и дальше он, как уже сторонних хостов, находил ребят. Но фактически я могу отметить админов Гудгейма, да, по Варику это они. Если ситуация с эпидемией в 2021 году стабилизируется, от тебя можно ожидать лан-турниров? Однозначно. РЦГ-21 это должен быть лан. По-любому. Даже если будет такая ситуация... Я, кстати, пытался отправить трофей. Первое место я отправил в Новосибирск. Чувак русский выиграл. Топ-2, получается, там перуанец. И топ-3 поляк. Так вот, в Новосиб, понятное дело, посылка ушла сразу. По России все очень просто. В Польшу по трекингу она достаточно долго висела на таможне. Но я звонил на почту, уточнял, мне просто сказали, что мало что летает, поэтому извини, да, курьерская служба будет работать как наземная. Я говорю, что делать? Хорошо. Тем не менее, она ушла.
А в Перу мне посылку даже не забрали. Сказали то, что перуанцы не пускают international shipment, международные посылки из России. То есть, в принципе, границы закрыты. Вот, и она у меня лежит здесь. Ну, я написал серебряному призеру, говорю, чувак, ну, я попробую счастье в феврале, типа, извини, потом в апреле. Ну, ладно, что делать, бывает. В RCG-21 я не формализовал еще полностью сетку, но, предположительно, там человек 8 будет в гранд-финале. Соответственно, если 1 или 2 из них будут ограничены в приезде в Россию, то я все-таки проведу LAN. Если это будет больше, чем 2, то есть 3-4, то тогда уже придется что-то думать. Либо снова переносить, либо делать онлайн. Ну, то есть придется думать. Если это в пределах 2 человек из 8, то лучше LAN. Пускай 2 пострадают. Очень печально будет, конечно, грустно, ну и вообще несправедливо по отношению к ним. Но здесь уже, простите, 7 одного не ждут. А если скомбинировать? Допустим... LAN офлайн — это бред. Ну, да. Особенно если у тебя будет... Ну, то есть, условно, если я буду проводить в Москве, то это хотя бы там лучший интернет, все дела. Если это будет где-то регион, даже условный Белгород, и туда коннектится перуанец, это пинг 400, дичайшие лаги, это вообще... Ну, то есть тогда просто можно все делать онлайн, нет в этом смысла. Для сравнения, RCG 19 года, RCG 20 года. В 19-м полный расход составил 27 тысяч без малого, если я не ошибаюсь, или 29. Ну вот цифры наизусть плохо помню, бумаги есть. Из них призовой был 10. В 2020 году расходный пул был 17 тысяч, из них призовой уже 15. То есть расходы на билеты, проживание, на все остальное, они больше, чем призовой фонд. Соответственно, если у тебя комбинированное, но ты не получил полный эффект лана, при этом ты здорово вложился. И это, я не нахожу в этом смысла. То есть, либо тогда уже делать полный онлайн, и эту разницу, которую я мог бы там на билеты потратить, я лучше в призовой фонд доложить. Пусть ребята играют там не за 15 штук, а за 25. С Брудвором мы разобрались, а по 3-му Warcraft'у лан-турниры планируются? Я Михаилу предложил, говорю, давай, РБК уже как-то отстойно, давай организуем лан уровня ВЦГ. Ну, я ему задал уточняющий вопрос. Или это не нужно, потому что есть Gold. Потому что Gold на самом деле это ВЦГ по варику можно считать. Да. Я на Новый год к нему как раз езжу. И мы там этот момент обсудим, нужно это или нет. Поэтому пока не готов ответить точно. А ты говоришь конкурировать с ESL? Чем тебе не турнирный оператор? Я, наверное, не совсем корректно твой вопрос воспринял. То есть ты имеешь в виду, чтобы я сам это делал или да. я как-то спонсировал? То есть если я сам, то нет, потому что время дороже. Условно, я предполагаю, сколько я могу времени на это потратить там в часах. И когда я переложу там на свою почасовку, это нифига себе будет. Если я кого-то вовлек, кого-то там подрядил на это, типа, чувак, давай, я готов, бабос, давай, действуй. И чувак с горящими глазами это классно сделает, я только рад. Серьезно. Пусть он лавры даже себе возьмет, что, не знаю, там типа 100 КГ кап. Да не вопрос вообще, как угодно это назовете. Герокап, в конце концов, 100-й. Там с фонда мы тоже вливали. Не помню, там базовый был 100 рублей. С фонда мы докидывали. Тогда это я еще сам докидывал. Еще 100, и комьюнити накидало еще 100, и общий был 300. Здорово, пускай он называется Герокап, какие проблемы. Чуваки сделали классно, действительно классный ивент. Такие я только с обеими руками за. У тебя есть еще не анонсированный проект? Есть идеи, но, ты знаешь, идеи можно обсудить, повторюсь, там, за рюмкой чая возле шашлычка, вообще не вопрос. А анонсировать на публику идеи, вообще сейчас это модно. Reforge анонсировали, Киберпанк анонсировали, но я считаю это некорректным. Ты сначала сделал, потом объявил. Или хотя бы бету, у тебя бета есть, ты ее пришел там на... Как это называется, событие, где всякие бета-версии в компьютерных играх показывают. E3 выставка. Это тоже это нормально, это здорово. А когда ты пришел, показал презентации, и потом такой, значит так, нам нужен $1 миллиард, и мы сейчас запилим. Повторюсь, это сейчас модно. Таких компаний на том же фондовом рынке пруд-пруди, в которых презентажка, единственный их актив, это, не знаю, там логотип. Замечательно, но я так не умею работать. Все ли у тебя получилось реализовать в 2020 году, связанное с Brood War и 3-м Warcraft'ом?
Пожалуй, да. Пожалуй, могу сказать, что да. Не совсем так, как планировалось вот в плане того же РЦГ. Хотелось бы LAN, но тут уж коррективы, от которых во многих странах это вообще объявлено форс-мажором. Типа никто ни за что не отвечает, там контракты раздвигают сроки давности. Вот. Поэтому с учетом ситуации, в принципе, все получилось. Бюджет мы реализовали полностью. У нас на 2020 год был полтинник. Ну, десятка осталась, окей, там реализовали на 40. Это как раз высвободилась десятка из РЦГ, то, что было там зарезервировано на всякий билет. Турниров провели очень много, больше, чем в 2019 году. Количество участников общих больше 1000. Ну, в принципе, приятно, как бы здорово. Дальше так работать вообще замечательно будет. Кирилл, с наступающим тебя Новым годом и Рождеством. И огромное тебе спасибо за то, что принял участие в этом интервью. Спасибо большое.